Всем привет, друзья! Мы находимся в Сиэтле на Интернешнале. Со мной Данил Дэнди Шутин. И это первое интервью для Натус Винцер на Интернешнале. Даня открывает его. Дань, ты сегодня дал 7 интервью? Я так понимаю, вот перед этим. 7 интервью. Какие вопросы тебе задавали? Разные интересные вопросы. А ты попробуй, задай мне вопрос, и я скажу тебе потом, задавали ли мне такой. Ну, ладно, я же слышала их. Про Team Liquid, про как тебе твое место в группе нравится. Ты давай спрашивай, как ты не настроение? умничай, ты спрашивай. Вот я просто хочу немного соригинальничать и не задавать такие красиво, вопросы. красиво сыграем. Вот. Ты мне только подскажи, вот, а какие еще задавали? Нет, ты спроси, а я тебе потом скажу, был такой вопрос или не был. Хорошо. Как атмосфера в команде? Был такой вопрос, Было. давай 5. Как атмосфера в команде был? Отвечать? Нет, не нужно. Так. Давай я отвечу. Я отвечу примерно твой ответ. Ну, хорошая атмосфера. Мы, конечно, тренировались. Немножко не получилось в групповом этапе, но, в принципе, все нормально. Мы будем браться. Правильный ответ? Давай 5, реально близко. Вот. принципе, Что ты неплохо. думаешь о Team Liquid, с которыми вы встретитесь в плей-оффе? Ну, ты такой отвечаешь. Team Liquid очень сильная команда. Мы с ними играли. Мы будем готовиться, конечно же, потому что как бы best of 1, и нам нужно показать, выложиться на максимум. Что еще задавали? Ну, Ты ладно, спрашивай. такие вопросы. Данька, теперь к серьезной части. Серьезно, поехали. Это водичка прикатилась? Ну ладно. Вопрос такой. Некоторые аналитики и многие люди в комьюнити пишут о том, что не стоило ехать на турниры типа саммита и Старладдера и там якобы палить стратегии перед Интернешнл. Что ты вообще об этом думаешь? Как ты можешь опровергнуть? Необычный вопрос, такого не было. Не Это было? СНГ вопрос. Ну, я старалась. Нет, мне кажется, просто это довольно частые вопросы. Это не, часто... вообще был. В одном из первых был, да. Ладно. Часто это просто такая тема актуальная, она часто проскакивает в комментариях, еще где-то. И вот мне хотелось бы узнать твою позицию. Вот сейчас ты уже там прошел групповой этап. Стоило, не стоило, или это не имеет? Стоило, конечно. Мы использовали этот турнир как подготовку к International. Вот. Мы набирали уверенность в себе, мы набирали уровень игры, мы тренировались вместе взаимодействовать. То есть абсолютно никакие какие-то суперстратегии мы не палили. Вот. Поэтому единственное, что может быть, СК спалили. к нам больше команды, не знаю, более Готовились. серьезно готовились. Но я думаю, к нам бы и так готовились. Вот. Поэтому я не считаю, что это является какой-либо там проблемой или помехой. Я так понимаю, вы открыли для себя СК на саммите. То есть до этого его особо не было в пиках, по-моему, ты играл недавно. Но вот именно так, чтобы он на харду ходил, я так понимаю, вы проэкспериментировали там на саммите или на Старладдере, получилось, начали пикать. И, в общем, теперь это в бане у всех перманентно. Так? Так, не так? То Да, есть этот турнир все верно, такой, Sun King. И герой. для нас это очень хорошо на самом деле, потому что это нам открывает другие ключики, которые у нас раньше были закрыты. Вот. И мы их начали использовать во второй половине Винксе, по-моему. второго дня Да. турнира. Вот. А до этого мы их почему-то не использовали, но все хорошо. Данька, с чем связан вот такой результат? В группах довольно нестабильный. С китайцами по 2-0 сыграли, с некоторыми командами типа Escape 1-1, вроде бы как, не аутсайдеры турнира, но wildcard, ребята. С чем связан такой результат? С чем связан такой результат? Ты знаешь, непонятно. Возможно, знаю. То ли мы нервничали, то ли все-таки какие-то проблемы у нас были с драфтом. С TNC мы одну игру закинули. Вот. Кого-то мы, возможно, недооценили, не подготовились как следует подготовиться. Не знаю, сложно сказать. Вот. Но получили то, что получили. По заслугам. По заслугам. Обидно просто. Как мне кажется, забань вы одного героя против Escape,
Лон Друида, игра бы пошла не так, потому что, по сути, он в соло выиграл эту игру. Да, возможно. Дань, а вот вчерашняя игра против Марфа с OG, меня немного она удивила. Получается, что Miracle один вас там разводил по линиям и выиграл игру. Как так получилось? И можешь как-то именно про игры рассказать немного? Про игры с OG. Почему так получается? Ты про Марфа? Про Марфа. Про того самого? Да. У нас был план на игру, мы набрали очень хороших героев. Изначально все должно было получиться, если бы мы задоминировали сложную линию, потому что был план пойти туда Бисмастером Омни на этом. Да. Вот. И мы знали, что у них вас пик, и что, скорее всего, это будет Морф. Мы выбирали между Морфом и Антимагом, решили оставить Морфа. Вот. Но в итоге на хардвейне у нас не получилось. Морф забрал там фьюзблад, еще 3 килла, он был 3-0, и в итоге он вышел с линии больше, чем у него было бы на фрифарме. То есть пришли его доминировать, прессовать эту линию, а в итоге отдали слишком много. Вот. Ну, это было не концом игры, но нашу стратегию немножко подломило. А дальше было довольно-таки сложно играть, потому что у ребят сплит-пуш, и дефить нам этот сплит-пуш практически неким. Вот. С Морфом может бороться на линии там практически один Сларк, и то это рискованно. Чем дальше в лейт заходит играть, тем это более рискованно, потому что Сларка могут подловить, и чем больше вещей у Морфа, тем быстрее он сможет его потом убить. Ну, если его кто-то словит, или Земелька, или там Бэтрайдер. Вот. Поэтому было очень тяжело. Допустим, я разором не мог дефить этого Морфа, потому что ему было абсолютно все равно на меня, и на нетворсах у нас большая разница была. Потому что Морф фармит очень быстро, разор фармит медленно, или вообще не фармит, он такой более командный игрок, герой, который передвигается с командой и должен постоянно где-то присутствовать. Вот. Ну, вот так вот нас Морф потихоньку выдавил. То есть, если бы начало игры у нас пошло лучше, возможно, вместо Омника кого-то надо было взять, если мы не могли задоминировать этот хардвейн таким образом, вот, то, возможно, игра была бы в нашей копилке, потому что остальные герои у нас были отличные, у них был только Magic Damage, и мы там все пособирали худы, и они абсолютно ничего не делали, эти герои. То есть, единственный вариант, как они могли выиграть, это только сплитпушем. И они выиграли этим сплитпушем. То есть, словили нас на каких-то ошибках, но играть против этого очень сложно. Вот. Поняла. Еще слышала там разговоры некоторых аналитиков, мне стало интересно. Говорят, что игра ваша часто строится от лесника. То есть если Ване дают лесника, то игра складывается хорошо. Не дают, складывается не очень. Так ли это или не так? И если так, то почему, например, вы не берете лесника в первой стадии, а оставляете на вторую? Например, OG дважды забанили вам лес во второй стадии пиков. Это абсолютно не так. У нас Ваня, во-первых, на всем может отыграть очень хорошо. Во-вторых, то есть почему так получается, что кажется, что от лесника у нас игра строится? Потому что когда Ваня играет на Чене или Инче, то зачастую мы играем очень агрессивно, и мы давим на всех линиях. Вот. Но есть и другие герои, с которыми можно давить, пытаться на всех линиях, брать риск, идти на хардвейн там вдвоем, втроем. Вот. И тогда тоже у тебя может все абсолютно получаться. Вот. Поэтому так получается. Кажется, как будто у нас вот с лесниками так. Но мы можем и без лесников набирать активных героев и давить эти линии. Вот. Если какие-то правильные выводы делать и так далее. А тебе нравится мета, вот, которую играет на этом турнире? Дровки на ферстпиках, потмы и так далее. Вот Огр-Мага стали очень часто пикать. Лично вот тебе интересно играть в такую доту? Да я не вижу особо каких-то изменений. Каждый патч или каждый год на International люди пытаются обузить все, что обузится. То есть используя все самые сильные возможные связки, которые легче всего победить с ними, которые самые сильные, которые самые простые в исполнении. Вот такие вот связки пытаются люди использовать. То есть в этом году это стратегии с дровкой, стратегии с хускаром, которые очень просто реализовать, если получил хоть какое-то преимущество начальное, и с ними довольно-таки легко выиграть. Стратегии с алхимиком, вот такие вот стратегии. Некоторые команды играют и без этого, и тоже побеждают. Некоторые пытаются против этого бороться, у кого-то уже там даже налажено все, чтобы против этого играть. Вот. Но вот такая вот мета. Сказать, что мне это нравится,
Нет, я не в восторге. Хотелось бы, чтобы игра была более скилловой и зависящей от скилла, потому что когда ты играешь с какой-нибудь дровкой, то там особо много умений не надо. С каким-нибудь хускаром то тоже. Вот. Поняла. Ладно, следующие соперники Liquid. Задавали уже этот вопрос тебе. Следующий соперник Liquid, а там Ньюби и ЕГЭ. Liquid. Что думаешь по ним? Они на этом турнире не самым лучшим образом выступают. Вот. Что думаете делать? Что думаем делать? Мы Да. думаем выигрывать. Хороший ответ. Ладно, хорошо, Даня, спасибо тебе за уделенное время. Желаю удачи в основном этапе. Друзья, спасибо за то, что смотрели нас, и до скорых встреч на канале НАТО Свинцер. Спасибо, ура! Я жду следующего нашего интервью.